Ну что, Romus Thunder, вот такая вот 400 ватт часов станция с мощностью 500 ватт, с пиковой мощностью до 1000 ватт. Вот, достаточно неплохая штукенция, она недорогая в отличие от ее конкурентов, с беспроводной зарядкой, с Type-C на 60 ватт с Power Delivery, еще и с вот такой вот, смотрите, свинкой Пеппой замурованной есть на 220 вольт. И все это вот на канале Технозон с обзором. Поехали. Вообще компания Romus достаточно известная штука, вернее, достаточно известная компания, которая производит вот такие вот штуки. И в серии Thunder есть две модели, это Thunder RS500 и Thunder RS1000. Чем интересна данная станция? Данная станция у нас при ее минимальной мощности обладает функцией быстрой зарядки с Power Delivery. Можно заряжать от блока питания на 100 ватт, кстати, который есть вот в комплекте. Пожалуйста, вот смотрим его. Он у нас 24 вольта, 4 ампера. Как говорится, почти 100 ватт. Вот такой вот обыкновенный блок питания на вот такой вот штекер. Также в комплекте есть у нас автомобильный вот такой вот зарядничек. Тоже можно заряжать от машины. И от электросети зарядка составляет около 4 часов. Ну, в принципе, здесь сама станция, давайте коробку, наверное, подвинем, мешает нам, да? Сама станция пишет, сколько ей заряжаться до конца. Теперь рассмотрим основные моменты этой станции, какие есть интерфейсы и что у нас есть вообще на ней интересного. Давайте поближе посмотрим. Во-первых, есть автомобильная розетка на 10 ампер, 12 вольт 10 ампер. Есть 3 USB Type-A и USB Type-C. Type-C до 60 ватт, а Type-A до 18 ватт все. При этом они работают в режиме быстрой зарядки одновременно. Немаловажный момент, есть вот такая вот у нас розеточка и есть кнопочки включения модулей. То есть мы можем включить отдельно розетку, отдельно блок зарядный, вот такой вот, и есть у нас кнопка Эко, которая позволяет при полном разряде в 0 получить еще свечение фонарика в течение 1-2 дней, как они заявляются, честно говоря. Я не заметил разницы с Эко или без. Есть у нас фонарь раз, есть вот такая вот складная ручка, смотрите, вот так вот. Вот такая складная ручка, здесь есть фонарь 2 и само собой есть кнопка включения этих самых фонарей. Если мы на нее нажмем, смотрите, у нас загорится вот такой вот фонарик, при этом будет гореть он в разных режимах. То есть есть у нас и вот такой вот фонарик на ручке. Прикольно? Прикольно. Кстати, я когда первый раз ее достал и использовал, я забыл выключить этот фонарик, сложил ручку, и он у меня горел, наверное, 2 суток. Я смотрю, заряд падает, думаю, ну странно, ну стоит себе, да и стоит. Ну, короче, фонарик тоже выключается. Этот фонарик у нас работает в разных режимах. Он может моргать в режиме там SOS, может работать постоянно, ну, либо быть выключенным. Это удобно. Теперь, вот здесь вот у нас есть система охлаждения. То есть у нас, сейчас я посмотрю, с какой стороны. Да, с этой стороны видны 2 вентилятора 60-миллиметровых, которые работают на выдув. То есть они продувают с этой стороны и выдувают с этой стороны, то есть она неплохо у нас, скажем так, охлаждается. И сверху у нас есть площадка беспроводной зарядки на 10 ватт. А это значит, что я просто-напросто сюда могу подключить, вернее, могу, например, поставить свой iPhone. Вот он начал писать, что идет беспроводная зарядка, и просто-напросто заряжается. То есть в данном случае мне достаточно ее просто положить сверху и не обращать на нее внимания, он просто будет заряжаться. Это удобно. Что из себя представляет индикационный экран? Индикация у нас показывает, ну давайте мы сейчас подключим на зарядочку, включим кабель. Единственное, знаете, что кабель короткий. Включим на зарядку эту самую зарядную станцию. Заряжаться она может и от солнечной батареи, и от чего угодно. Даже через переходник от Power Delivery можно. Вот она включилась, и у нас показывается
сколько сейчас в нее приходит и сколько времени у нас до полного заряда батареи. Это очень удобно, то есть вы можете оценивать сколько. Ну нет, до полного заряда сейчас она берет 100 ватт, она показывает 100 ватт, и до полного заряда, там, грубо говоря, 13 минут. Удобно? Удобно. Итак, касаемо всех источников. Если мы с вами подключаем что-то на потребление, то есть он само собой будет при включении, допустим, модуля 220, он покажет нам, насколько сейчас часов хватит и сколько потребления. При текущем потреблении в 7 Вт самого модуля его хватит на 54 часа. То есть на 54. Если говорить о том, насколько хватит, то вы сами должны уметь рассчитывать потребление ваших потребителей. Ну, например, ноутбук, который потребляет 150-200 Вт, ну 200 Вт, вот какие 150-200, 60 Вт. Например, ноутбук, у меня просто есть ноут сейчас, который есть, там 200-ваттная зарядка у него, мощный. Например, ноутбук, который потребляет там 45-60 Вт, вы можете посчитать, на сколько часов этого хватит. А мы сейчас можем даже этот ноутбук подключить и посмотреть расчетно, сколько часов он выдаст. А дальше мы с вами сейчас, наверное, пойдем на AliExpress, посмотрим. Да и вообще я ссылки на проверенных продавцов разместил в описании под видео. Можете пойти посмотреть, первую актуальную цену. Во-вторых, можете подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры. Для этого мы включили сейчас нашу зарядную станцию и включили наш ноутбук. Ты-тым. А ну-ка смотрим. Пошла зарядочка. Надо включить блочок зарядки. Все, у меня написало подключен, и он реально заряжается. У меня здесь пишет на кабель, у меня кабель с индикацией, делали когда-то обзор, сейчас показывает 18-20 Вт. И на самой зарядной станции вы видите окошко, показывает 32 Вт в общей сумме на 14 часов. 25-33 Вт здесь. На сколько? На 20 часов. То есть я смогу на этом ноутбуке проработать, грубо говоря, 20 часов. Ну, само собой, если он заряжается, еще и держит. Это мы говорим сейчас про ноутбук. На самом деле эта станция намного мощнее. Мы можем одновременно положить и начать заряжать наш смартфон. Заряжает? Заряжает. И мы понимаем, что у нас сейчас упало до 15,6 часов. Это с режимом зарядки. Можем подключить еще много источников питания. Сейчас мы еще с вами проверим максимальную мощность, которую выдает у нас Type-C 60 Вт и Type-I. Посмотрим, какие он поддержит стандарты быстрой зарядки, раз уж вы заявились. Ну, это в принципе нормально, когда заявляются наши производители, что там. Короче, давайте перейдем на AliExpress и посмотрим, сколько это все дело стоит. Начнем с технических характеристик прямо из инструкции нашей станции, то есть она есть в электронном виде. Это RS500, размеры 230 на 168, ну давайте вот так вот, сейчас я вам буду наглядно это показывать. То есть у нас 230 на 168 на 178, такой себе параллелепипед интересный. И, кстати, вот эти штучки прорезиненные тоже, в принципе, могли бы защитить от удара, если бы не были утоплены в сам корпус. То есть я не понимаю, зачем их сделали, но сам факт того, что они есть. Емкость 400 Вт-часов при 18 амперах, 22,2 вольта. Фонарики 1 Вт максимально, весит она 4,3 килограмма. Дальше температуры от минус 10 до 40 градусов использования. Адаптер от 12 до 28 вольт, 100 Вт максимальный. Или солнечная панель MPPT. И также, что у нас там еще? Car Charger 60 Вт максимально. А выдает, ну здесь мы видим, выдает 500 Вт пиковая, 1000 Вт. Кстати, очень интересно проверить. И пишут, что Type-A у нас 18 Вт максимально, Type-C 60 Вт максимально. И беспроводная 10 Вт максимально. Вот так вот. Розетка зарядки автомобильной 12 вольт 10 ампер. Слушайте, ну ладно, хорошо, молодцы, все красиво. Стоит это все действие, версия на
400 ватточка по емкости стоит $306, 1000 ваттник стоит $749. 1000 ваттник отличается тем, что у него есть две свинки Пеппы и, само собой, индикатор немножечко разнится. А так, я так понимаю, что он практически одинаковый. Но только по зарядке у него 120 ватт солнечные панели, 150 ватт от простой розетки. То есть разницы больше ничего, никакой нет. Ну и само собой вес у него будет разниться 8,3 килограмма. То есть 1000 ваттник намного весит больше, в 2 раза. Теперь по емкости. Теперь дальше, что они у нас еще? Ваша первая солнечная станция, эко-режим. Когда я делал обзор Jaykiri, на меня столько критики было. Вот, ты там не рассчитываешь, что она заряжается 8 часов, и это будет неудобно. Так я, дело в том, что и говорил в обзоре, что я ее рассматриваю как станцию для путешествий. Да, в принципе, любая такая станция — это не стационарный метод запитать вашу квартиру или ваш дом. Это совсем для других целей. Почему-то некоторые путают, для чего используются такие станции. То есть в данном случае, это действительно неплохо, как временное какое-то решение. Кстати, здесь используются литий-ионные аккумуляторы. Здесь, в отличие от того, что я обозревал ранее, здесь чуть другой момент. Смотрите, 4 часа от розетки, 4 часа от солнышка и 6,7 часов от автомобиля она может зарядиться. Как они пишут, видите, она еще и выдерживает 85 килограмм давления и падение с 1,2 метра. То есть на ней посидеть можно. Не я, конечно. И 800 циклы перезаряда у нас полного, 800 циклов. Полной зарядки-разрядки. Это, кстати, очень даже неплохо. Ну что, давайте теперь ее реально немножечко потестируем. Как я уже говорил, ссылки в описании под видео, поэтому можете пойти посмотреть, сколько она стоит. Для начала я хочу посмотреть стандарты быстрой зарядки. Здесь видно? Так, смотрим протоколы быстрой зарядки, которые есть на Type-C. Здесь мы видим у нас... Видно хоть что-то? Видно, отлично. Samsung HFC, Apple 5 вольт 2,4, Huawei FCP до 12 вольт, FCP и Quick Charge есть у нас до 20 вольт 20-ваттный. Смотрим, подождите, 5, 9, 12, 20-вольтный. Quick Charge 3 есть и Power Delivery 3 есть, 63 ватта максимально. Хорошо, в этом большой плюс. Так, смотрим Type A. Конечно, тут немножко неудобно нам смотреть. Но мы видим здесь Quick Charge. Вот, мы видим здесь Quick Charge 2 и 3. Power Delivery здесь нет. Есть поддержка Samsung HFC 9 вольт и Huawei FCP 9,5 и 9 вольт. Давайте сейчас попробуем посмотреть на всех портах. Так, на втором порту мы видим ту же самую картинку. Что могу сказать? Определенно порты работают одинаково. То есть они имеют одинаковые стандарты зарядки. Ну-ка, давай. Есть. Так, Power Delivery Trigger. Сейчас проверим, что он у нас там подхватывает. 20 вольт 3 ампера вроде съел. Давайте попробуем дать нагрузочку и посмотреть, сколько он реально нам выдаст на Power Delivery на Type-C. 24, 28, 30 ватт. Ну-ка смотрим дальше. 30, 40, 50, 61 ватт. 61 ватт у нас покажи. 61 ватт у нас держит нагрузку Type-C разъем. В этом большой плюс. Хорошо. 61 ватт мы здесь с вами получили. При этом, смотрите, у нас здесь потребление на экранчике показывает сейчас 71 ватт, 72. Это с учетом того, что у нас включены блоки. Можно их отключить. Вот мы 65 получили. То есть плюс здесь еще идет у нас затраты на содержание, вернее, на питание самой станции, самих модулей. То есть у нас здесь 61 ватт мы сейчас получаем через вот этот вот
разъем Type-C и получаем вот такой вот расход батареи. Хватит нам 60 с чем-то ватт, 66 ватт на 5 часов работы. Это вот вы для себя должны рассчитать, насколько вам должно хватить данной зарядной станции. Теперь проверяем Type-A. Да, Type-A на мощность. Давайте включим 20 вольт. Они же там заявляли, что он поддерживает. И посмотрим. Он должен у нас, по идее, сейчас вытянуть 18 ватт, как они говорят. Сейчас посмотрим. 13, 14, 15, 16, 17, 18 ватт есть. Задел мощности есть. Сейчас попробуем 19, 20. Слушайте, ну у меня на Type-A сейчас показывает 22 ватта. Когда он погаснет? 24. Да, 23 ватта он вытягивает в режиме Type-A на Quick Charge. То есть 22 ватта мы сейчас видим четко на Qualcomm Quick Charge. Отлично. Но если с этим у нас все достаточно прилично, и мне это действительно понравилось, то есть, у нас по сути зарядная станция выдает заявленные там 18 ватт на Type-A, 60, даже больше ватт на Type-C, это все прекрасно. Что с розеткой? Классная тема. Мне нравится эта станция, но давайте посмотрим пиковую мощность, пиковую нагрузку и, наверное, что-то подключим к ней интересное. У меня есть, знаете что? Давай, тащи сюда. У меня есть кофеварка. Я, правда, не знаю, сколько она потребляет. Я думаю, что она потребляет слишком много. А ну-ка, нет у нас ничего там такого, какого-то обозначения. Короче, я хочу кофе выпить. Хочу кофе и подключу к нему еще и дуйчик. Да? Не, мы сделаем обыкновенный кофе. Включим свинку Пеппу. Включили блок. В режиме простой она сейчас потребляет 6 ватт. Попробуем включить саму кофеварку, посмотреть, насколько она... Опа, 103. Ох, под киловатт дало пусковой ток под киловатт. Но выдержала, она не отрубилась. Да, сейчас под киловатт и сбрасывают до 500 ватт. Я не знаю, она вытянет вообще кофеварку? Нет. Или вытянет? Нет, кофеварку она не вытянет. Все, кофеварка потребляет больше киловатта, что и требовалось доказать, но киловатт она как бы показала. Кофеварку убираем нафиг, кофе мы не сделали. Говорю сразу, но киловатт мы получили. А вот дуйчик на первом режиме у нас потребляет до киловатта. И здесь мы точно с вами увидим те мощности, которые нам необходимы. Он будет работать. Так, смотрим, что у нас там будет сейчас. Оп, включилось, он издает какой-то звук. Сейчас он потребляет 542 ватта. 542 ватта, дует тепленьким. Ну, это вот у нас здесь просто дуйчик такой, он на два режима. Один до киловатта, второй до 1,5. Вот как-то так. То есть, если я увеличу мощность, то, конечно, оно будет потреблять. Но 534 сейчас у нас дубасит. Вот, пожалуйста, все здесь есть. И хватит нам этого на 36 минут. Ну, само собой, конечно же, что мы потребляем сейчас больше 500 ватт. И 400 ватт емкость этой батареи, кстати, греет ее. Слушай, тепло идет, вообще прикольно так. Можно греться 36 минут. Но сам факт того, что это работает. Я не знаю, что сейчас будет, если я включу второй режим. Просела... он выключился, потому что у него надо... Да, мощности не хватило. Все, то есть больше киловатта он не дает. Но у него есть защита, ничего с ним не случилось. Знаете, как вот у меня там, вот дать большую нагрузку, что-то с ним случится. Нет, ничего с ним не случится. У него есть защита от каких-то моментов. То есть у него отключился модуль просто-напросто. Он просто взял и отключился. Сейчас мы можем включить, вот. Включили опять модуль. Он стартово 887 взял ватт.
пиковой и пошел обратно на 529 ватт своей мощности. Мне вот это мне нравится. То есть он работает, он реально отвечает заявленным каким-то характеристикам, при этом стоит он достаточно вменяемых денег. Я просто когда смотрю там стоимость каких-то станций, даже, ой, у меня еще и фонарик включен, стоимость каких-то станций по типу EcoFlow, да, там, и я понимаю, что это качество и все остальное, но вот этот вот Ромос, он тоже достаточно качественный, достаточно интересный. Мне прям нравится. Знаете, что я могу сказать? Что в путешествиях это отличная штука. Для дачи вообще шикардос. Вы можете сюда подключить роутер, вы можете сюда даже стартануть холодильник. Я смотрел там один энтузиаст на YouTube, от него холодильник питал. И смотрел, сколько хватит. Ему хватит на 7 часов работы какого-то холодильника его. Ну, просто у холодильника, если вы не знаете, там пиковый до 1,5 киловатт, смотря в зависимости от холодильника. Средний холодильник до киловатта пиковый компрессор дает пиковую мощность. И вот 400 ватт станция, мне очень сильно это понравилось. Мы ее действительно можем рекомендовать. У нее честные порты по стандартам быстрой зарядки. Они по-честному выдают свою мощность. Он выдает достаточную мощность 220 для того, чтобы запитать мощные приборы. И, кстати, они еще и заявляются, что у них правильная синусоида. Да, по крайней мере, они заявляют это в своих характеристиках. Также радует наличие беспроводной зарядочки. Ты просто положил, заряжаешь. И, конечно же, два фонарика. Один для чтения, другой направленный очень даже такое хорошее подспорье будет вам в хозяйстве. В хозяйстве, на природе, в путешествиях. Поэтому мы действительно рекомендуем эту станцию. А если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble и зарядная станция Romos RS500 на канале Технозон. До скорых встреч, пока.